Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Черная луна или Лилит. 28 июня в соединении с Венерой. Давайте узнаем подсказки карт. Как карты видят это явление, надо сказать, что, конечно, мы будем реалистами. И что такое черная луна? Это мистерия, это то, чего нет, это где-то наше зазеркалье. И если мы говорим о планетах, то это и не планета, по крайней мере, она не открыта, не считается как таковой. Это своеобразная точка, самая далекая в орбите Луны, но подмечено уже давно, что так или иначе она оказывает влияние, когда находится в определенной траектории к той или другой планете. Именно на наше где-то настроение, на то, что мы, почему я сказала зазеркалье, на то, что, может быть, мы не хотим говорить, афишировать, где-то находится глубоко в нас самих, скрыто. И вот как раз при соединении начинается тот процесс, когда нам захочется, может быть, в чем-то поставить точку. Или могут быть такие ситуации, когда мы долгое время что-то оставляли на потом или терпели, а тут захочется выплеснуть энергию. В принципе, когда тайное становится явным, это те неразрешимые вопросы, которые, может быть, тянутся долгое время, и вот вдруг они могут критически обостриться. Может побудить нас что-то, вот какая-то необъяснимая сила, словно разобраться окончательно с человеком, с какой-то ситуацией, сыграть словно последний аккорд. И люди где-то могут находиться, как будто, знаете, в последней точке терпения. Так и мы можем где-то соответствовать. И чтобы, знаете, одна неосторожная фраза или слово не послужило каким-то катализатором, когда мы можем пойти в разнос. Или неожиданно могут появиться люди из прошлого или бывшие наши, которые могут обострить какую-то и без того сложную обстановку. Много энергии, горячей и страстной в этот период. А с другой стороны, это наша репутация, вопросы наших проектов, взаимоотношений. Все то, к чему мы долгое время шли или, может быть, долгое время выстраивали. Здесь может пошатнуться тоже в один момент. Кому интересно, вы можете перейти во вкладку «Сообщество» на канале. Я там оставила ссылку на свою статью на моем сайте. Я написала небольшая статья, но по разным сферам жизни, как это может проиграться или осложнить скорее нам жизнь. Ну и как люди будут реагировать. Вот давайте мы узнаем, потому что одно дело, когда мы с этой мистерией, как бы мы о ней знаем, но для любителей Таро, я думаю, тоже будет интересно узнать, как это проигрывается на картах. Не всегда, кстати, карты и планетарные явления идут в унисон. Часто это бывает, ну, вот как-то противоположным даже значением. Вот для вашего знака давайте мы рассмотрим две сферы жизни: отношения и финансы. То, на что влияет Венера, и где-то может так это внести сумятицу как раз Лилит. Общая оценка ситуации. Достанем первую карту. И дальше. Отношения. Причем как и личные отношения, мы смотрим в целом энергии, так и отношения по работе, взаимоотношения с людьми в целом. И финансы, вторая карта. Мы узнаем неожиданности, что по отношениям, также по финансам. Давайте достанем карту перспективы, к чему приведет или чем завершится финансы. И что нам будет помогать? Что для нас проиграется в плюс? Давайте откроем. Итак, отношения. Старший аркан, колесо фортуны, и в этой колоде это 50 на 50. Но мы узнаем только тогда, когда мы в чем-то проучаствуем, от чего-то мы не сможем отказаться. Надо сказать, все, что касается отношений, обещаний, например, да, или какие-то могут быть
предложения, они могут тоже таить подвох, выглядеть на первый взгляд как что-то такое многообещающее, вау, да, золотые горы, кисельные берега, что-то такое продуктивно полезное, а на самом деле это может быть какой-то подвох. Поэтому надеемся на себя, повторяюсь, смотрим рационально, что есть по факту, что говорят люди, подмечаем. Но с другой стороны, пока мы на себя словно это не примерим, мы не узнаем, нужно нам это продолжать или нет. Поэтому, поскольку кроме как своих собственных рук упасть нам как будто не во что, и помочь будет тоже некому, поэтому оставляйте для себя пространство для маневра, своеобразный запасной аэродром, чтобы, если необходимо, ретироваться из какой-то, может быть, сложной ситуации. Нет как такового конфликта по этой карте, а именно какие-то неожиданности. Хотя, вполне вероятно, какие-то предложения будут для вас, которые тоже будут иметь перспективу. Но так и даже с ними все равно нужно где-то оставаться на своей волне, быть достаточно рациональным, понимаете? Не случайно, наверное, у нас здесь мудрец показан на карте, который словно проползает под этой колесом фортуны, не участвует в какой-то лотерее судьбы. Будьте внимательны. Давайте посмотрим, что же на финансы. Тут у нас тройка мечей, это какая-то ситуация из прошлого о себе, правда, может напомнить именно по финансам. Какая-то либо обстановка, либо человек, с которым связаны какие-то неприятные воспоминания, или просто есть какой-то пункт, который касается именно ваших финансовых отношений или дальнейшей какой-то перспективы финансовой, которая тянется уже вот не именно 28-го создастся такая обстановка, а она уже как будто прежде была, ничего нового. Но значит, словно напоминания какие-то приходят или в виде людей, или с какими-то подобными обстоятельствами, которыми мы уже сталкивались. И знаете, ведь Лилит присоединяется к Венере, считается 28 июня. Но сам по себе турбулентный период уже где-то с 20-х чисел может быть. И тут кто как из нас это чувствует и реагирует. Для кого-то из вас, кто сейчас смотрит этот прогноз, уже есть какие-то предпосылки, когда что-то в плане денег не складывается так, как вы бы хотели, или присоединились какие-то вопросы, которые мы считали, что они уже решены, а тут словно нет. Что-то нам приходится по новой из прошлого, может быть, завершать или как-то переделывать, пересматривать или разбираться, может быть, в отношениях, и это будет пересекаться с каким-то финансовым вопросом, ведь так тоже для кого-то может быть. Но опять же рационализм. По тройке мечей плюс в этой карте каков? Нас уже что-то больно не ранит. Нас уже сложно вообще чем-то удивить. Мы здесь настолько расчетливо и хладнокровно подходим к какой-то проблеме, к человеку. И даже то, что прежде у нас вызывало много эмоций, разочарований каких-то, может быть, разочарований, что нас не понимают, то здесь мы на это смотрим словно так вот немножко отстраненно, как через стеклянную ширму. Мы не включаемся эмоционально в вопрос, и стало быть, уже сама по себе наша позиция где-то будет неуязвима. Но наблюдать, анализировать как будто нам придется перед тем, как принять важные решения. Давайте узнаем неожиданности. Отношения. У кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми, правда. Причем разными детьми, подросшими детьми или те, которые обучаются. По этой карте мы можем какие-то себе планы как раз на будущее намечать, или это будет опять же связано с планами ваших детей. Может быть, все вместе, вполне вероятно. Но часто это у нас паж жезлов. Есть у нас у самих какая-то идея, что мы хотим как будто либо начать, или какое-то, может быть, дело продолжить, но с элементом новизны тоже. В неожиданностях это может быть и предложение, и известие, и с учетом колесо фортуны то, что мы не ожидали. Или обстановка как-то меняется так, что нам придется перестраиваться. В этом какая-то неожиданность может быть. А что у нас по финансам?
А здесь тоже какая-то может быть неразбериха, правда? Смотрите, тройка мечей, пятерка мечей. Увы, опять же, нет какого-то конфликта. Все конфликты были уже в прошлом. Как будто уже все то, что могло, оно произошло, случилось. Но осадок остался. И правда, воспоминания какие-то могут быть, но в неожиданностях это те чаще люди, это касается людей. И я тогда могу точно сказать, какой-то финансовый вопрос. У нас обе карты, которые, но все-таки идет под смысл, как у тройки, так и у пятерки. Знаете, как ситуация, которая могла сложиться именно из-за того, что нас не поняли правильно или не совпали где-то видения как будущего или методов или подхода, решения задач каких-то. Вот в разрез наши и чьи-то пошли. И это послужило основой какого-то конфликта, непонимания. У кого-то ведь это может быть и в личной жизни, ну вот финансовый вопрос, который взаимосвязан, может быть, с вашим партнером. И здесь вот обостриться могут как раз те, куда тратить деньги, да, или что покупать. А у кого-то и правда могут быть вопросы в суде. Почему нет? Увы, может быть в процессе развода. И сложно будет договориться. Но ваша позиция, повторяюсь, как вот и по тройке мечей, а по пятерке как будто добавляет вот этого значения нашего, ну, не включение эмоционально в какой-то вопрос. С одной стороны, это воин в душе. И эта позиция очень сильная, потому что нас сложно увести от того, что есть по факту. Мы больше сосредоточены, ну, не где-то наступать на горло собственной песни в угоду чьим-то желаниям или хорошему отношению. И самое главное, не развязывать какой-то конфликт, не продолжать, опять же, где-то отступить полшага назад. Может быть, вот то колесо фортуны будет проигрываться в отношениях, но оно будет касаться как раз финансов. Будьте очень рациональны. Давайте мы посмотрим, и чем же все же это закончится, если по отношениям. Правда, чем-то закончится. 20-й старший аркан, но это очень добрая карта. Нам здесь как будто ангелы трубят о возрождении, подведении итогов каких-то. И нам говорят, оставь все как есть и иди вперед, как будто ты уже возрождаешься. Вот какой-то экзамен жизни мы как будто проходим. Значит, у вас два старших аркана на взаимоотношения, какая-то история может подойти к концу окончательно, и вам после этого станет легче. Может быть, вы примете какое-то соломоново решение, или вы выйдете словно из игры и скажете, да, хоть трава не расти, больше не хочу в этом участвовать. Вот так спокойно скажете и поставите в чем-то точку. Развернетесь на 180 градусов и начнете как будто с чистого листа. Вот где-то подобную ситуацию нам как раз и говорит 20-й старший аркан. Но, повторюсь, это когда, знаете, мы испытаем облегчение, когда нам будет хорошо, хорошо на душе. Мы будем рады от того, что какая-то проблема, может быть, которая тянулась долгое время, и мы никак не могли выйти вот из каких-то словно тисков, может быть, или вот какой-то кармический долг, правда. Ну, может быть, высоко сказано, так высокопарно, но вот есть же у каждого своя какая-то или свой скелет в шкафу, увы. Но и надо с ним разобраться, достать его из этого шкафа и, ну, как-то отправить на покой, как минимум, чтобы продолжить путь уже налегке, чтобы нас какая-то ситуация из прошлого не тяготила, не тянула назад, не была где-то там в подкорке, в подсознании, постоянно напоминая о том, что есть вопрос какой-то нерешенный. Вот, мои дорогие девы, вы что-то тут можете так окончательно закрыть. И каковы у нас перспективы по финансам? Вот в итоге вы все оборачиваете, правда? Тут как избавление от страдания, от боли, от разочарования, от того, что нас, может быть, длительное время, ну, просто, знаете, как обезоруживало, не давало идти вперед. И по финансам-то тоже заканчивается это 6 жезлов, это карта победителя. И поэтому, правда, для себя даже поначалу ситуацию, которая начинается с минуса, мы можем перевернуть в полный плюс, который приведет к новому качеству жизни, к новым вариантам
по финансам, к новым заработкам, к новому вашему статусу в обществе. Тут самое главное, понимаете, не наступать на горло собственной песни, но и в то же время, как и не включаться в конфликт, так и влезть в какую-то тоже не включаться. Потому что у нас колесо фортуны, тут может, знаете, вот это колесо, оно может крутиться как угодно. И люди могут вести себя как угодно, словно применяя одни методы к нам. Если видят, не получилось, дай-ка попробую другие. Вот к этому тоже будьте готовы. Но и удерживать же нам придется эту самую победу, как будто тоже, опять же, надеемся на себя. Победитель, он в первую очередь на себя надеется. И он понимает, что ситуация всегда меняется. Нет какой-то статики. Значит, и нам придется свой какой-то порядок, даже если вокруг хаос, удерживать. Что нам помогает в отношениях? Мудрость, интуиция помогает. У кого-то близкие помогают, у кого-то ситуация по работе может проиграться или какая-то ситуация вот вообще вот в вашем окружении, правда. Чаще это у нас королева кубков проходит как раз наши супруги или те люди, которые нас, может быть, близкие родственники, такое тоже может проиграться. Отчасти это карта, и даже если меня смотрят мужчины, неважно, мы смотрим энергетику. И есть момент манипуляции по этой карте, потому что прежде изображали королеву кубков как королева-русалка. А русалка у нас, как известно, это тот персонаж, который заманивал моряков и рыбаков на глубины морские, обещая им несметные сокровища и любовь. Но, оставаясь на своей волне, русалка потом уплывала, а люди оставались там, куда они были посланы, будем говорить. Вот вам где-то в этих энергиях, когда мы транслируем обворожительные улыбки, или когда никто не догадается, мои дорогие девы, что же мы думаем на самом деле. Нам все это помогает. И даже если там пожар внутри нас бушует, мы должны транслировать что-то совершенно обратное, и тогда мы себе как будто говорим спасибо. Это по взаимоотношениям. Держите марку, вы как раз умеете держать осанку на любых поворотах. Держите ее, мои дорогие. И что нам помогает? Вот посмотрите, это тоже карта дипломатии. Вообще это карта любви, правда. Может быть, как ваш близкий человек приходит на помощь. Это карта, опять же, про искренность. Те, которые нас любят, те, которые к нам относятся с душой. Может быть, это один человек, который может с нами быть просто и в боли, в горе в каком-то, и в радости, который может за нас и попечалиться вместе с нами, так и порадоваться от души. Вот даже один человек, он для нас будет очень важен. И как будто у вас есть такой, кому вы можете доверять. И даже какую-то ситуацию по двойке кубков, если вы проговариваете или кому-то можете, ну, буквально поплакаться в жилетку, вам могут дать какой-то совет. Вас просто, знаете, может быть, от осознания, что у меня есть такой человек, который меня понимает и разделяет мои взгляды, это мы уже себя чувствуем в разы сильнее. Или буквально ваш партнер вам приходит на помощь. И для кого-то из вас, даже если будем говорить, ведь мы все разные. Если проигрывается какая-то личная, даже, допустим, история ваша, когда есть какие-то, ну, минусы или в чем-то вы не достигли взаимопонимания, вполне вероятно, с учетом 20-го аркана, это, знаете, проговорить какую-то проблему, не умалчивать, а вынести ее словно на поверхность и обсудить спокойно. Расставить вот эти точки над «и», чтобы не было каких-то недоговоренностей или не было того, что мы сами там домысливаем, додумываем, да вот еще и не в ту сторону, сами себе такого надумаем, что потом попробуй разберись. А обстоятельства как-то оно по-другому. Или человек думает совершенно по-другому. И поэтому вот этот самый диалог, он для вас будет важен. И давайте мы посмотрим оценка в целом ситуации. В итоге это все заканчивается нашей какой-то, как и сильной позицией, когда у нас все под контролем, так или иначе. И когда мы уже строим какие-то новые планы. По тройке жезлов это 5 минут до старта. Как к новым победам, как каким-то продуктивным и перспективным изменениям вообще в целом и нашей жизни,
И это может казаться деловой сферы или буквально какому-то переезду, поездке, когда мы там тоже можем на другом берегу словно выстроить совершенно, ну, знаете, свою какую-то новую цитадель, и мы останемся как и довольны, и мы будем победителями, и будем избавлены от каких-то прежних разочарований. В целом мы будем счастливы и любимы. Чего я вам желаю. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы. Всегда, мои дорогие девы.